Я на тренировке не мышцы тренирую. Я во время тренировки должен прийти к состоянию сознания, где я чувствую себя сильным. Да, я верю. Ты натурал. Диета периодическое голодание 16/8 – классная тема. Я тоже пробую, только 16 часов ем. Какую бы мне самоидентификацию не присвоили, спортсмен или еще как-то, в любом случае это миф. Ты на соревнованиях не участвуешь? Соревнование – это какая-то история для черни. У меня про мухоморы своя вообще личная история есть. Да я больше шляпки за день, может, даже съедал. Здравствуйте, друзья. Мой следующий гость – это стритлифтер мирового уровня, создатель храма силы. Его речи можно разбирать на цитаты. Философ, атлет, поэт, под видео которого самый частый комментарий – это «Не знаю, к чему он готовится, но он готов». Артем Широков. Всем привет. Здорово. Начинаю с самого простого. Рост, вес. Рост 173, вес 83-85. Было 84 месяца назад. 84. Нет, 80 было, когда у Луценко. Но он у меня было. гуляет. То есть он у меня до 88 может быть, максимальный вес у меня 95 вообще. Да, это вот отдельно я тоже включил. И максимальные рекорды. Ну, получается, самый такой мой респектабельный рекорд — это выход силы на кольцах плюс 70 килограмм. Больше 60, ну, никто не делал. В мире. Да. А я делал 60 на 2, 70 на раз. Брусья вне соревновательные 170. На соревнованиях, получается, в том году я делал 145. Турник в касании 110. С фиксацией 100 килограмм. Тоже вне соревновательной. Фиксация. Ты каким хватом берешься? Прямым. Ага. Вот сложнее считается, да? Да. Угу. И вот путь твой в спорте. Ты всегда занимался стритлифтингом? Или у тебя какой-то бэкграунд другой был? Бэкграунд изначально был дзюдо. С 7 до, не знаю, лет 13-14 я, ну, получается, вырос на татами. Вот. Потом просто мне нравилось тренироваться. Я занимался пауэрлифтингом, занимался, ну, типа стритлифтингом, силовым воркаутом. Тогда вот соревнования Мутант клана проводились. Троеборье вот это. Подтягивание 32 килограмма, отжимания 48 на количество. И выходы из силы тоже ездил, участвовал. Просто элементы учил. В общем, занимался всем подряд. Вот. Потом, кстати, вот познакомился с Матвеем. Я увидел его еще ВКонтакте. Вот. Обалдел от его рекордов. Он мой вдохновитель, так скажем. И вот тоже начал заниматься стритлифтингом. Интересно. То есть вот эта эра, когда именно стритлифтинг супер популярен не был, ну, мне кажется, он еще двигается. Он и сейчас не супер популярен. Да, ну вот как минимум такие люди, как я, или те, которые не супер следят за воркаутом, они все равно уже там следят за тобой, следят за Матвеем, за Андреем. Вот эта вот тусовка какая-то собирается. И ты подобрался к нему через Матвея. Да. А он говорил, вы познакомились у Игоря Войтенко в зале. Это уже вживую с ним уже встретились. Мы до этого с ним много общались, да. Ага. То есть у тебя 7 лет на татами. Примерно, да. Какие там были результаты? Ничего выдающегося в дзюдо я не добился. Но самое главное — это вот та основа, которая была заложена, основа характера, основа... Ну, в принципе, очень важно, в каких условиях организм растет, зреет. Это та база, которая... Ну, то есть мы же как бы стремимся к определенному гомеостазу, к равновесию, и получается, когда вот твой организм еще зреет до пубертатов, во время пубертатов, та база, которая закладывается, она будет с тобой на всю жизнь, так скажем, даже если ты тренироваться особо не будешь. И мне так повезло, то, что на дзюдо очень высокая подготовка общефизическая и координация там и все остальное, плюс характер, плюс тренер, который тебя заставляет там терпеть боль и так далее. В общем, это мне многое дало, на самом деле. А в пауэрлифтинге с там 15 лет? Ну, в пауэрлифтинге чисто я особо тренироваться не умел, просто приходил, что-то там приседал, жал. Получается, максимальный жим, который я, не знаю, в 17 лет сделал, это 120 килограмм, 125 килограмм на соревнованиях даже пожал. Соревнования 125? Да. Ну, это так все было. Кстати, когда 125 пожал, я даже уже не занимался месяца 3. В тренажерку не ходил, я на турниках занимался просто. В многоповторке. И с паузой? Ну да, на соревнованиях прям все по регламенту, под команду. А тебя Сарычев звал? Было такое видео? Сарычев меня звал вот как раз-таки на
в прошлогодний Сарычев Экспо. Мгм. Вот. Ну и там, где я вот выступил в стритлифтинге. А М, вот эта проверка на Сарычева, это как она еще называется? Там, где люди жмут, делают бицепс. Проверка на раз у него Да, шоу рубрика на на раз. канале, да. Вот, Ты не был там. нет, я был. А сколько там пожал? А, мы ее обыграли под меня. То есть Ага. я там за место жима делал брусья. А я думаю, что-то я вроде смотрел и что-то не запомнил, сколько ты пожал. Ага. Я ну, я, получается, на то время у меня неохота было вообще, так скажем, делать контент, поэтому я просто радушно всех принимал в гости, говорю, типа, приезжайте, но у меня здесь лавки нет, я могу брусья заменить, ну и так далее. То есть говорю, то, что я могу сделать, и, получается, жим на брусья заменили, я еще и выходы сделал дополнительно просто для развлекухи, в конце что-то на бицепс поднял, поподтягивался много повторка, в общем, вот так вот. Мгм. То есть у тебя спортивный бэкграунд большой, ты остановился на стритлифтинге. Вот как ты понял, что... Почему, во-первых, если Матвей тебя вдохновил, он был вдохновителем или именно в этом виде спорта? И почему ты в нем остался, развиваешься, и уже такой топовый у тебя мировой уровень? Реализация генетического потенциала посредством радости и счастья. Вот, получается, Матвей вдохновитель, и стритлифтинг мне понравился потому, что это мое. Потому что у меня и получается, потому что изначально есть, так скажем, генетические предпосылки к этому виду спорта. Мгм. Скажем, вот выход силы. Почему я в этом движении лучший? Ну, потому что без тренировок я сделал выход силы на кольцах плюс 45 килограмм. Надо понимать. А кто-то тренируется и там делает 35-40 килограмм. А я изначально, какое у меня конкурентное преимущество над всеми остальными? Поэтому у меня есть такая формула: найди свои конкурентные преимущества и направь все свои усилия на их развитие. И будет успех. Вот, то есть вот по закону Паретта надо найти самые вот эффективные действия, которые приведут тебя к максимальному результату, а уже потом, когда ты достиг какого-то максимума, докручивать уже какие-то слабые вещи, отстающие. То есть не надо начинать со слабого, надо начинать с сильного, и реализовывать сильное. Какие генетические у тебя преимущества? Вот если вот разобрать, там рычаги, плотность мышц даже, оказывается, мы узнали, что есть такое, как-то длина конечности там, длина конечности там, какие-то, может, еще предпосылки. Конкретно на выходах силы это не длинные рычаги, то есть у меня не длинные руки. И плюс я очень хорошо силу чувствую, когда у меня вот, что называется, ложный хват. А на кольцах выход делается, в принципе, когда вот у тебя надо руку прям заложить глубоко. Мгм. То есть я могу максимально включиться, ну и там тоже, не знаю, крепление мышц под это движение, ну, длина рычагов 100%. Плюс, ну, могу легко достать до своего плеча. Видишь, у тебя уже какие-то проблемки Мгм. начинаются. Хотя что, я дрищ, что ли? Ну, вроде не, ну, дрищ, но не прям, чтобы сильно. Вот. Матвей вообще не может. Мгм. Вот. И другие ребята, у которых, в принципе, объем не больше, чем мои, но не могут. А на кольцах очень важно сложиться. Ну, тут можно сравнить с тяжелой атлетикой, там, где надо тянуться, где в углы попадать и так далее. Очень хорошо попадаю в углы, очень хорошие рычаги под это движение. Подтягивания, к примеру, у меня очень тяжело шли с самого начала, я их прям, так скажем, не мое любимое движение. То есть выходы силы, казалось бы, тоже тяговое движение там есть, да, основная часть, но вообще вот прям разный потенциал. Подтягивания у меня шли, да идут довольно-таки тяжело. Отжимания на брусьях тоже не скажу, что я прям генетический монстр. На брусьях генетический монстр, мы все его знаем, Матвей. Мгм. Вот. Самое главное преимущество генетическое, которое бы я у себя отметил, это вот способности нервной системы находить очень такие пиковые состояния сознания, я бы сказал. То есть у меня бывает вот прям штырит до мурашек. То есть у нас на самом деле под любое какое-то дело есть свое состояние сознания. Есть обыденное состояние сознания, есть какое-то пиковое, ну, разные состояния сознания. Их можно коллекционировать, можно найти такой коктейль из наших гормонов-нейромедиаторов, который потом, ну, ты его обнаружил и можешь потом его применять, использовать. Вот. И еще, наверное, когда я только года 2 занимался стритлифтингом, я садился на автобус, ехал на тренировку, смотрел в окно, и у меня такие приходы были очень сильные. Ты выходил и начал отжиматься. Я выходил из автобуса, то есть я пока ехал, настраивался минут 15 где-то, выходил сразу, перед залом остановка была, шел туда и прям разносил. Тогда был невероятный прогресс. Вот. С чем это связано? Почему у тебя вот прям... Ты их отдельно выделил, я даже не слышу, чтобы люди выделяли именно вот это преимущество. Вообще не фокусировались на нем. Да. Ну, потому что я анализировал себя, остальных. Я не какой-то супер тяжелый, супер большой. Мышцы у меня там
плотные, но, может быть, даже не такие плотные, как у Матвея. Я тоже в бассейне тону, но в соленой воде я не знаю, смогу ли я тонуть еще и с полными легкими. Не уверен. Ну, я помню, когда Матвей ко мне приезжал, тоже, типа, мерились, у кого жестче грудь. У него реально камень. То есть у меня тоже камень, но немножечко помягче. То есть и... Так, это надо опять. Ну, да, жесткий, но у Матвея прям... У Матвея прям вообще, прям вот реально как стол. Вот. И способность кушать тоже очень важно. То есть сколько тоже КТ может потреблять пищи. Вот. Я просто осознавал свои, так скажем, сильные и слабые стороны. И понял, что мои самые сильные стороны это вот исходит вот именно из нервной системы. Из нервной системы. Давай зафиксируем для зрителей. Вот ты говоришь, коллекционируем вот эти состояния. Вот какой есть, ну, условно, вот здесь будем рисовать, как будто бы, алгоритм, как фиксировать, как запоминать и как это повторять и уже использовать. И на примере можно даже. Например, это, допустим, соревнования. Вот, тяжело ответить, потому что я свои состояния сознания пиковые и самые интересные нашел, они, получается, просто по случаю, как вдохновение были. То есть, Ну, как это было? Ну, я вот говорю, садился в автобус, ехал на тренировку, настраивался пока на нее и ловил максимально такие вот прям пиковые состояния сознания. Если их описывать, это как тебя давит бетонная какая-нибудь плита, чем она сильнее давит, тем у тебя больше сил этому противостоять, и у тебя начинается невероятная жажда, чтобы она давила еще сильнее. Получается такая обратная положительная связь. У меня ассоциация с черной дырой возникает. Поэтому я в своем творчестве очень часто обыгрываю тему с черной дырой, сингулярность. То есть бездна силы. Если попал в бездну силы, обратного пути нету. То есть вот такое вот. Такие вот реальные чувства были. И то есть прям вот скулы сводило, хотелось противостояния. Я помню, ехал еще тогда, слушал Грега Плида «Прогулка в аду», может, знаешь? Да, ну это база. Да, это база. Прогулка в аду, и он там говорит типа про боль, то, что ее надо перетерпеть, иначе она будет вечной. И на моменте, когда говорит то, что ее надо перетерпеть, а потом она уйдет, просто надо вот перебороть, я такой, нет, куда? Типа я хочу в этом вариться. Прогулка в аду, типа вот, в ней есть сама суть, но вот на тебя давит бетонная плита, и чем сильнее на тебя давит, тем у тебя больше приход. То есть примерно такие ощущения. Поэтому как найти эти пиковые состояния, это вот и есть генетические предпосылки. То есть ты их не найдешь, если у тебя нет этих предпосылок. Ну, то есть тут я такой материалист, можно сказать. Как зафиксировать? Ну, то есть ты, так скажем, запоминаешь эти ритуальные действия, которые привели к этому состоянию сознания, и потом их повторяешь. То есть, скажем, если ты грустный, начнешь просто физически улыбаться, то по принципу психосоматики, да, действие будет вызывать состояние. Состояние вызывает какое-то действие, да, это физическое, и просто действие вызывает твое состояние. Тут то же самое, поэтому совершаешь ритуальные действия, которые привели к этому состоянию, и находишь это состояние. Надо настроиться на тренировку, скажем, я садился в автобус и смотрел в окно. Вот. Как-то так. Короче, это надо максимально осознанно узнавать у себя, что за такое состояние и какой вызвал приход. Включаться перед этими условиями, делать примерно мысленно то же самое. Да. Ну, вот так можно сформулировать, как один умный человек сказал, то, что синоним любви – это глубокий интерес, надо полюбить себя, то бишь проявлять к себе глубокий интерес. Начнете проявлять к себе глубокий интерес, начнете раскрывать свои самые сильные стороны. Вот, и будете находить эти интересные состояния сознания. Они не обязательно будут связаны с тренировками, может, с каким-то творчеством, но это у меня с тренировочным процессом. Я потом своих друзей расспрашивал, которые тоже тренируются, но я думал, возможно, у каждого был какой-то такой опыт, потому что у меня чуть ли не на каждой такой вывеской в зал у меня были такие приходы. И, никто не понимал, о чем я говорю. И понял то, что эта вещь такая нетривиальная. То есть действительно меня вот этим одарили. Не то, что я какой-то супертяж, не то, что я какой-то суперплотный, а то, что я могу поверить, так скажем, что я могу быть невероятно в чем-то сильный и так далее. Это с детства было? Какие-то вот у тебя много... Ты говоришь про художественные образы, на которые ты ориентируешься. Прикольно. Я сам как бы использую какие-то такие моменты. Вот какие у тебя образы были в детстве? Вот прям все, что ты помнишь, из чего состоишь. И потом уже какие сейчас. Образы в детстве. «Невероятный Халк». Есть отдельный фильм. Который не от Marvel.
не от Marvel. Он не такой, который самый старый, а такой, вот, где там графика самая четкая, где он с мерзостью дерется. Мгм. Вот. Меня до сих пор вдохновляет это. Даже эдиты в Инстаграме или в Ютубе попадаются, я их сохраняю, чтобы потом... Потому что вот это, кстати, тоже помогает прийти к этим состояниям сознания. Состояние сознания можно коллекционировать, находить через подражание. То есть смотреть, как, скажем, если состояние силы, это смотреть, как дерутся дикие животные, смотреть на какую-нибудь хорошую компьютерную графику, типа «Невероятный Халк» или «Ханма Юзер», это уже мое любимое аниме. Вот. Меня тоже, я когда смотрел, меня от него, я приходы ловил. Мгм. То есть состояние сознания можно через такое вдохновение находить, через художественные образы. Ну, вот в детстве это в основном, да, это что, «Невероятный Халк», и плюс, ну, когда ходил на дзюдо, тоже генетическое преимущество, то, что я был не самый крупный по мышечной массе и так далее, но я был сильный, я довольно-таки сильный был. Из всей группы был самый сильный. Группа у нас была большая, там большая у нас в Дмитрове школа дзюдо, Динамо Дмитров. И да, в своей группе я был физически самый сильный. Не самый техничный был, я еще то дерево был, но да, физические показатели у меня были достаточно высокие и мог терпеть боль. Опять же, это возможности нервной системы. Ты изначально был, то есть, где ты родился? Дмитров. Ну, родился я в Москве. Мгм. в Ну, московском жил роддоме. всегда с детства в Дмитрове. В Дмитрове и в деревне своей Мгм. с прабабушкой. Просто, ну, наверное, многие знают Артема, но если кто не знает, вот ты сейчас живешь, это дом, ты там соорудил, что ты сейчас называешь, и твои друзья, храм силы, где ты и тренируешься тоже. Там вывешены картины там из Вахи, Мгм. еще откуда? Вархаммер 40 тысяч, и в старой части дома у меня там масса зона, так скажем, зона выхода в силы, где кольца и турник висят над подполом, чтобы можно было в полный рост делать выход силы. Да, да, У меня да. там висят там такой, так скажем, у меня древнерусский архетип, поэтому у меня там висят картины Билибина Ивана, Василиса, Илья Муромец из вот этих вот сказок детских. Мгм. Вот. Вот представляете вот атмосферу, то есть где подпол, он раньше был погребом, наверное, да, просто? Да, мы там картошку хранили, закатки. Вот с одной стороны выходы как бы на турник, а с этой стороны на кольца. Да, две комнаты, ну там комнат больше, но вот эти две комнаты, одна массовая зона, другая такая зона, где картины Warhammer 40 тысяч висят, такая более новая часть. так Где сказать. брусья турник. Да, где брусья турник. Есть еще кухня, там у меня брусья в подполе. Я там на брусьях занимался, когда вот локдаун только случился, надо было выкручиваться. Я там в брусе долгое время занимался еще Прям под отжиманиями в подполе, прям внутри. над подполом, как и кольца. Над под. То есть два параллеца, так скажем, на пол положены, и отжимался. Да, я вспомнил. Я там делал свои первые брусья 160. Ага. Вот это вообще не тривиально. Как ты вот пришел к тому, что я буду жить в деревне, в Москве, в залах находиться, хотя вы тоже вместе все тренировались, я буду здесь вот это все строить, здесь такие-то плюсы, минусы, и вот уже сколько ты, 3 года там живешь, получается? Да, наверное, где-то тренируюсь, наверное, да, 3-4 года где-то. Как я к этому пришел, я просто... вот еще одна у меня генетическая моя предпосылка, это то, что я не способен переступать через себя. То есть я не могу себя заставить, принудить к чему-то, чего я не хочу. Общество, окружение тоже не может, даже если я хочу, так скажем, находиться в общей морали, там, со своей семьей там, и так далее, чтобы не было никаких конфликтов, ну, как обычно идут в учебное заведение, потому что так надо, хотя, ну, так из-под палки ходят, еще что-то делают из-под палки. Я, в принципе, не могу. То есть принципиально не могу заставить себя ничего делать, то, что не хочу. Поэтому я себя не заставляю делать только то, что я хочу. И все мои действия, получается, подчиняются радостью, счастью, интересу моему искреннему. В том числе и мой храм силы, это вот родилось в процессе моего творчества, то, чего я хочу. Я хочу заниматься, мне прикольно заниматься, в подполе заниматься, классно. Ну и типа вот локдаун к этому поспособствовал, и все, вот так вот и сложилось. А какие есть истории где-то в школе, ну, ты делаешь тоже все, что хочешь, а тебя принуждают что-то делать, и вот какие-то интересные истории были? Поэтому я ходил в школу из-под палки, домашнее задание никогда не делал, потому что я приходил после дзюдо, я капец уставший, какое домашнее задание. Контрольные я обычно списывал, я их умел профессионально списывать, поэтому я троечником не был. Как это профессионально?
Ну, как-то так вот получалось, не знаю, создавать вид человека, который, в принципе, выполняет все. Вот. Но при этом я не был вовлечен в процесс, и я не был троечником. Я не был троечником, но при этом, да, я так ходил в школу на отвали, чтобы совсем уж маргиналом не быть. Ну и, в принципе, какой выход есть, да, у ребенка не ходить в школу. Была моя воля, я бы не ходил, на самом деле. Вот. Ну, ты, да, полностью проходил. Не было такого, что Я, как-то да, вышел да. из школы. 11 классов проучился. Мгм, мгм. Плюсы, а потом минусы. Жить вот твоей жизнью, которая в деревне, дома, зал рядом, вот это все. Так скажем, объективные плюсы для каждого человека — это то, что рядом зал. Если вы спортсмен, то вам придется часто тренироваться. На самом деле, чем чаще, тем лучше. А, Ну, вот это отсылка к такому профессионалу силового вида спорта, как Дмитрий Смирнов. Может, знаешь его подкаст на Ютубе. Он чем занимается? Он, получается, тренер по пауэрлифтингу, у него книга «Умный фитнес» или как-то так. Да, есть. знаю, да. Да. Профессионал — это тот, кто именно воспринимает тренировку не как подвиг, а как рутину в хорошем смысле слова. То есть, на самом деле, чем больше тренировок наносят они такой, так скажем, сначала идет объем, потом интенсивность. Это, кстати, хорошая формула, в принципе, для жизни в целом. Обычно как? Авантюрно сразу много сил, потом выгораем и вообще ничего не делаем. А надо начинать с таких легких, но частых действий. То же самое с тренировочным процессом. Поэтому, когда рядом зал, это удобно выполнять. Не надо куда-то ехать или еще что-то. Вот. Плюс просто комфортно, в своем зале находиться на самом деле. Также плюсы моего образа жизни в том, что я нахожусь в более естественных условиях для наших, так скажем, скафандров, да, в виде нашего тела. То есть большая часть нашей эволюционной истории происходила в племенах по 80 человек, где мы были под солнцем, под звездным небом, в окружении, там, не знаю, деревьев, да, травы. Поэтому я очень часто отсылаю книжки зоолога, не помню его полное имя, Морриса «Человеческий зверинец и голая обезьяна», где он объясняет, почему города противоестественны, проводит параллели с животными, которые живут в зоопарке, у них проявляются психические отклонения. И, в принципе, когда я жил определенное время в квартире, я наблюдал все определенные роды зависимости, там, игровые или какую-нибудь фигню там съесть, типа чипсов или еще что-то. На самом деле это не норма, если вы это любите кушать. Вы просто на самом деле умираете от тоски в неестественных для себя условиях. Вот. А тем более какие-то клубы, Тем более клубы, алкоголь, да. там. Это на самом деле все, голова сходит с ума. Я это понял на своем примере, когда я жил в деревне, потом по определенным обстоятельствам пришлось уехать в Казахстан, Уральский, и там находиться, получается, где-то 4 месяца в квартирных условиях, и ко мне вернулись там игровые зависимости, то есть я начал играть в планшет, начал есть какие-то чипсы и так далее. Ну, помимо того, что тренировался и все такое, просто невероятное желание, значит, выполнять какую-то фигню. Вернулись те зависимости, которые я не то что думал, что не вернутся, я про них даже забыл. А они вернулись просто по щелчку пальцев. И когда я вернулся обратно домой, они также по щелчку пальцев растворились. И я прям для себя четко зафиксировал тезис, то, что с искушениями бороться не надо, надо менять условия, их провоцирующие. Поэтому искушение можно сравнить, как держать бутылку на вытянутой руке, вроде легкая, но если ты 2 часа так ее подержишь, 3-4, ты все равно устанешь, у тебя плечо устанет, да, затечет, и рука все равно опустится. Это искушение. Если оно возникло, ты уже проиграл. Надо думать, как изменить условия. Вот. Поэтому главное преимущество моего образа жизни то, что я нахожусь в более естественных условиях, чем классический городской житель. Угу. И если люди вот какие-то вот эти слабости, зависимости получают, как ты говоришь, они должны менять условия. Да. Они должны найти, что у них не так, пробовать менять, либо четко поменять. Люди думают, то, что они плохие, потому что у них возникли эти искушения, то, что у них есть определенные зависимости, игровые, в том числе есть всякий промышленный мусор в виде чипсов, там, газировок и прочей дурной еды, деструктивно проводить время, а на самом деле они просто находятся в таких условиях. У нас есть биологический скафандр, у которого есть эволюционная история, и мы находимся в гомеостазе с внешней средой. И у нас есть большая эволюционная история.
И вот у нас небольшой промежуточек времени, когда появились города, да еще и не под нас устроенные, так скажем, неправильно сконструированные. И мы резко помещаем свой скафандр в эти условия. Там, где мы не уравновешены с этой средой. И получается, ошибка выдается. Синий экран. Возникают всякие там вот эти вот болячки. А ты, наверное, много читаешь про там, приматологию, про эволюцию, про Одно тело. время много этим увлекаюсь, сейчас особо этим на самом деле не увлекаюсь. Сейчас я слушаю книги Вархаммер 40 тысяч. Сейчас я на процессе прослушивания «Божья болезнь». У меня есть друг, который... Там сколько их? 110 книг или сколько? Ой, я не знаю, сколько их книг. Я так чисто... Он все Я прочитал. все это рандомно изучаю, смотрю. Я к этому тоже рандомно пришел, оно меня вдохновило. Меня, как обычно, интересуют самые имбовые персонажи. Это император человечества, остальные такие второстепенные. Я так вот, поскольку их изучаю, ну, вот, император самый интересный. В «Бойце Баки» это Хан Маюзера самый интересный. Мгм. Зачем чем-то еще интересоваться, когда есть самые лучшие? То есть тоже... А в каких еще, ну, то есть, там... Я, конечно, позже хотел там про аниме, про все такое. Короче, топ-5 твоих любимых персонажей. Уже понятно, что Хан Маюзер, император человечества, и вроде бы еще кто-то был. Ты где-то еще говорил, из Вархаммера еще кто-то был. Сангвиний, тоже интересный персонаж. Человек, который. Примарх. Это сын императора, Ага. генетический полководец, генетически созданный в лабораторных условиях. Это ты уже топ перечисляешь? Да. Или еще нет? Ага. Примарх Сангвини уже не входит в этот топ, ну, просто тоже интересный персонаж. Он интересен тем, на контрастах, то, что он ангелоподобный, у него крылья, он такой самый благодетельный, и при этом внутри он самый жестокий. Его можно сравнить с персиком, снаружи мягкий, внутри жесткий. В этом красота, в этом контрасте. То, что он самый внутри жестокий, у него даже есть недуг его легиона, кровавая ярость. То есть там они начинают с ума сходить и просто звереют. При этом самый благодетельный. И есть другой, который снаружи, другой примарх, который снаружи вроде такой самый жестокий, а внутри самый мягкий. И когда с Сангвинием у них поединок, его Сангвиний жестоким образом побеждает, даруя ему надежду, и в этот момент отбирая его и еще и уничтожая его. В этих контрастах очень невероятная красота. Но это так, к слову. Мне нельзя читать, погружаться в эту вселенную, я уйду в нее, мне кажется. Я тоже так рандомно сначала обзорчики смотрел, сейчас книги читаю, слушаю. Из топа, да, на самом деле это, по сути, весь топ. Есть еще такое аниме «Охотник», как-то так, «Хантер». «Хантер x Хантер», да. Да. Я его не смотрел, но я знаю, что там есть самый имбовый персонаж, дедушка вот этот вот. Да. Я, короче, коллекционирую эти фанк-поп, и у меня есть отдельно гориллы из всех вселенных, и отдельно имбовые персонажи. И вот этого я сейчас ищу в магазинах тоже. Этот, Нетера. Да, Нетера, да. И, получается, где он там с муравьем сражался. Тоже какие-то просто отрывки на YouTube попадались, я примерно ознакомился и понял, что тоже интересный персонаж, но он уже как-то из такой... Не как Хан Маюзера, он уже там по такой духовной стезе, да, то есть он там что-то долго молился и так далее, и ему даровались сверх какие-то человеческие возможности, там сверхзвуковой удар и так далее. Тоже очень интересно. Невероятный Халк, именно вот из этого фильма, где он с смертью сражается, не то, что прям персонаж именно там вот эти состояния силы, графика, вот это реально до мурашек пробуждает во мне те состояния силы, те состояния сознания, которые я вот в себе обнаруживал. Как раз подражание, о котором ты говорил. Да. Состыковывается. Ну, если так уже топ расширять, то это «Железный человек», а именно как образ гения. Вот именно которого играет Роберт Дауни-младший. Именно Роберт Дауни-младший очень хорошо умеет играть гениев, что в «Шерлок Холмсе», что вот «Железный человек», да и в остальных своих фильмах, там, где он уже постарше. Вот, «Железный человек» тоже очень интересный персонаж. Да, в принципе, на этом топ и закончим. Ну, хорошо, собрал, да. Ага. Ну, вернемся чуть-чуть еще про спорт, про всякие там лайфхаки, детство, то. И у тебя был период, когда ты до 95 набирал. Да. Какой это был вес, вот с твоей точки зрения? Более жирный, водяной или мышцы все-таки? Ты сейчас высушен? Ну, есть фото, где двойной бицепс спереди держу, я тебе скину, поставим. Ну, получается, это просто масса
не жиромасса, то есть я был здоровый, но не толстый. То есть я был залитый, конечно, и так далее. Мясо я набрал. Получается, за 3 месяца я набрал с 77 килограмм до 95. Потом еще 1 месяц я просто на месте топтался, пытался перебить этот вес. Вот, получается, за 3 месяца я набрал сколько там, 16 килограмм. Как? Самый популярный вопрос. Как? Ну, я пошел не мейнстримным путем. В принципе, тоже такая формула у меня есть. Хочешь получить то, что не получают другие, сделай то, что не делают другие. Поэтому я знал, какие результаты, за какие сроки может дать мейнстримный подход в бодибилдинге, ну, именно в натуральном бодибилдинге. И мне это не особо интересно было, поэтому я нашел себе тренера Диаса Апокрифа, у которого совсем такие шизометоды. Мне просто стало интересно, действительно ли это работает, и заодно вот решил как-то увеличить силу через увеличение, так скажем, своего мышечного поперечника. Вот поэтому я с ним списался, провели с ним этот эксперимент, это он был очень жестокий, это настоящая дорога в аду. Я просто где-то по 8 часов в день проводил за столом, потому что я кушал, я делал абсолютно все, что он говорит. Я идеальный подопечный, я его лучший ученик. Вот, говорю это на самом деле. Как еще раз тренера зовут? Диас Апокриф, у него такой псевдоним. Апокриф. Апокриф, значит, такие тайные знания. Ну, действительно, у него все его подходы не мейнстримные. Основные такие, главные тезисы этого массонабора — это то, что редкие тренировки, раз в неделю тренировка была, длилась она где-то 6-8, но один раз 12 часов. На все тело, само собой. Не на все тело. Крупные мышечные группы, скажем, они тренируются там раз в 2-3 недели. Там руки можно тренировать 2-3 раза в неделю. Какие-то, маленькие мышечные группы. Трицепс уже побольше, там не больше 2 раз в неделю можно тренировать. Руки мы особо не увеличивали. Потому что, опять же, я собирался возвращаться в силовой вид спорта, и если слишком большие руки, я не смогу делать выход силы на кольцах с хорошим весом. Поэтому мы опять же, вот это, да? Да. Редкие тренировки. Суть в том, что у нас есть железо внутренней секреции, да, которые дают повод расти нашим мышцам, и железы могут выделить определенное количество гормонов. И по его методике лучше тренироваться редко, вот так вот объемно, давать стимул, а дальше копить ману. Неделю копишь ману, загружаешься едой, опять тренируешься очень жестко. Вот. Второй самый главный тезис — это растяжка после основного подхода как продолжение подхода. Растяжка очень такая болезненная, 40-45 секунд, прям как продолжение подхода, прям до слез в глазах. Суть в том, что тянем фасции наши. Фасции — это такие чехлы, которые упакованы в наши мышцы. Их там вроде 3 слоя. Мышечное волокно отдельно, потом мышечный пучок, потом мышечная группа, как-то так. Упакованы в эти фасции. Фасции, они, скажем, у силовиков становятся жесткими, кальцинируются. С возрастом просто кальцинируются, как мясо старого животного. Оно жесткое, потому что фасции жестким становятся. Чем жестче фасции, тем тяжелее расти вот этой мягкой составляющей мышцам. Поэтому в его методе надо фасции было хорошенечко тянуть. А как происходит подход? Вот брусья ты сделал, допустим, свои, допустим, там на 8 повторений это было раз? Нет, в основном там в многоповторном режиме было, на памп. То есть получается, да, вот тоже самый главный тезис, создать во время подхода давление изнутри за счет пампа, поэтому ел постоянно калий-ротат, перед тренировкой загружался большим количеством соли, во время тренировки пил минералку и ел калий, вот, чтобы внутреннее давление создать, памп создать, и потом еще делаешь растяжку вот эту вот внешнюю. То есть изнутри давление, и плюс вот такое вот внешнее давление в виде растяжки. Фасцию тянешь очень эффективно. Это хорошо работало? Это работало хорошо, да. Это действительно хорошо работало. Вот, понятно то, что я все равно заинтересован. Я потратил на это много сил, достаточное количество времени. Я заинтересован сказать, что это действительно работает, чтобы не обесценивать свой труд. Прошло уже достаточное количество времени, чтобы я мог с холодной головой сказать то, что да, это действительно работает, да, это действительно годный метод для натурального спортсмена. А если бы если бы ты еще химию подключал? Если бы еще химию подключал, то просто смог бы тренироваться больше и есть больше. Вот.
да. Прогресс И был быстрее бы еще было про всё. да, прогресс был бы быстрее. Но опять же, если бы хорошо на химию реагировал. Этого я Мгм. не знаю. Мгм. Вот. Да, я видел хейт, но по моим примерным меркам, а, ну, вот, не дутые плечи, хотя с большой мышечной массой. Ну, короче, да, я верю, ты натурал. Ну, к сожалению, мне действительно люди верят, что я не натурал. Я не знаю, наверное, скорее всего, потому что дрищ, ну и еще есть предположение, что у меня просто лицо такое благостное. Я и Матвею верю. У Матвея просто тоже лицо благостное, хотя результаты монструозные. Ну, твои результаты тоже жесткие. Хотя еще один видел хейт насчет того, что ты на соревнованиях не участвуешь, хотя ты участвуешь. Участвовал, ну, вот в том году участвовал. И тот хейт, который ты, типа, дома ты показываешь так, на соревнованиях меньше. Вот Мгм. как ты к этому хейту относишься? Мгм. Ну, вот на соревнованиях, опять же, под все команды, под всю вот эту суету, соревнования не идеально были организованы. Опять же, вот эта суета, слушаешь, концентрации никакой. Это, опять же, определенный навык выступления есть, должен быть. У меня его, получается, я давно уже не выступал на каких-либо соревнованиях. Вот. И плюс у меня была проблема с креплением грудной. Я не знаю, возможно, потому что я очень много рубил на тот момент дров, а я их рубил, может быть, я их неправильно рубил, а просто своей дурью их рубил, со всей дури. И вот еще, в общем, ударная нагрузка прям в сухожилие. Я вот левой руки уходила. У тебя Может баня быть. есть? А? Баня есть на участке. У меня печь в доме. В доме печь? Да. О, круто. Такая небольшая печка. Да я жил в доме таком Да. тоже, да. Понимаю. По кайфу. Вот. В общем, не знаю из-за чего, у меня случилась проблема, то, что я вышел на такие почти что свои предельные веса, у меня даже уже появились грезы на соревнованиях сделать свой рекордный вес, побить его на 10 килограмм мой предыдущий рекорд, сделать на брусьях 180 килограмм, на турнике там 100 килограмм. Ну, как обычно, если видишь, что 10 шагов вперед все ровно, это значит, что процентов будет какой-то поворот, который ты не предвидишь просто. То есть, если кажется, что 100% сейчас вот все будет, это значит, будет все не так. Вот, и случилась такая вот проблема. Но я уже принципиально решил выступить, я знал то, что в любом случае возникнут какие-то проблемы, то, что я не смогу выступить в пиковых кондициях. В принципиальный момент я просто выступлю. Я просто выступлю, несмотря ни на что. Я сделал вот 145 с запасом где-то на 5 килограмм, но я подумал во время соревнований самих, то, что окей, типа 150 я сделаю, но в этом нету какой-то неопределенности, в этом нету битвы. А битва будет там, где я, скорее всего, не сделаю 155. Поэтому я следующий подход взял на 155 и его не сделал. С турником та же самая история. Я, получается, сколько сделал? 80 или 85. Опять же, там оборудование такое, то, что турник какой-то узкий, а мне надо хват поглубже взять, плюс там лейкопластыря нету. Как-то, в общем, рука скользит, а хват глубокий не могу сделать. В общем, все не то. Пришлось нижним, я нижним вообще не тренировался. Но я не помню, сколько я сделал. 85 килограмм. Я сделал уверенно, я чувствую, что 90 я тоже сделаю. Я такой сразу 95 взял. И тоже не сделал. Вот. И все равно, на мое удивление, мне дали там 2 медали какие-то. Я заплатил за стартовый взнос 7200, получил 7500 призовых. Вот. В общем, это была такая больше история, принципиально решил, сделал. Вот. Но не получилось выступить в пиковых кондициях. Опять же, чтобы понимали, как у меня могут скакать мои кондиции. Скажем, я летом, вот у меня была история, вышел на брусе 165, я сделал 170, уехал на Камчатку на 8 дней, приезжаю, делаю 145. 7 дней отдыха. И пропало все. Это история про меня. И у меня такое чувство, что я поднимаю чисто за счет головы. Потому что я еще, когда чувствую, что я слишком сильно отвлекаюсь, то у меня результаты уходят. То есть мои дела очень ревнивы. Я не люблю отвлекаться. Вот. А на Камчатке что делал? Путешествовал? Путешествую. Ага. И, может, двигался много ногами из-за этого? Нет, я там особо не уставал. То есть во время отдыха у меня зуд, я делаю обычно тяжелую тренировку, я вот сделал рекорд, потому что знал, что если я не успею обновить результаты свои, я приеду и опять буду долго восстанавливать свои результаты. Поэтому я сделал, с чистой душой уехал. Там через 3 дня где-то у меня там на Камчатке уже так, меня распампило, гликогенчика на пасе, я восстановился, и все, и у меня зуд. Организм такой, я типа, в пиковых кондициях, давай, нагружай меня, все хорошо, лето, а я не могу тренироваться. Мне вот в эти моменты еще плохо. То есть мой
я не соответствую внешней среде. То есть мой гомеостаз, он находится в высоких физических кондициях, в высоких нагрузках, а я нахожусь в условиях, где я не могу тренироваться. Это тоже не очень приятно. У тебя зуд такой, ты такой бычара ходишь, что-то Ты когда поднять. так говоришь, мне уж самому тренироваться охота. Мгм. Я думаю, блин, сейчас надо отжаться хотя бы. И что ты делаешь? Вот, пережидаешь? Я просто беру с собой вот эти резиновые петли и там что-нибудь, как-нибудь, что-то там пытаюсь, хотя бы просто немножечко себя в тонусе держать. Потом это состояние уходит, все равно ты уравновешиваешься с внешней средой там, где нет тренировок. В общем, для меня 8 дней, даже 5 дней для меня это очень много. Для меня это очень много. Я приезжаю, и мои результаты просто тают. Просто тают. Типа тело на тебя обижается так. Ну, ты говоришь ревниво, значит. Тело, какое-то- да. А вот когда ты до 95 набирал, тяжело, наверное, было тоже отдыхать. А дыхать было не тяжело, потому что я был занят. Я был занят потреблением пищи. Я ел, чтобы ты понимал, в среднем 20-25 яиц С0. Мгм. Большие, да? Да, самые большие. Я ел 500-800, 500-1200 грамм углеводной пищи. Ну, это не чистых углеводов, а углеводной пищи. Ну, скажем, там 800 грамм сухого риса. Я ел где-то 150 грамм орехов. Что-то там еще ел. В общем, это было реально тяжело. Это была дорога в аду. Это была настоящая дорога в аду. Сколько там всего было калорий, считал? БЖУ? В среднем было где-то 4500, максимально 6. Но они все концентрированные по биодоступности. Да. Не типа не сладкое, лишнее. Получается, зефир пастила. Мгм. Еще один принцип раздельного питания. Я его перенял от Диаса, чтобы есть большое количество пищи, и был кишечник в норме, я яйца, жиры, там, белки, жиры ел отдельно, углеводы отдельно. Самая большая проблема то, что мне надо было еще и употреблять, я не помню сколько грамм калия ротата, а его надо есть за 1,5 часа до еды через 2 часа после еды. И мне его надо было есть 3 раза в день. То есть я не мог там перекусывать или еще что-то, потому что я должен был есть еще строго по регламенту. Я не мог в кровати дольше времени поваляться. Типа я уставший и так далее. Вспоминаю так, стоп, мне надо идти сразу калия-ротат есть, через 1,5 часа мне есть и так далее. У меня вся энергия уходила в пищеварение, реально, буквально. Я не мог работать, я не мог думать, я не мог вообще ничего. Просто пищеварение и раз в неделю тренировка. Это был ужас какой-то. И, долго так не проживешь, наверное. Вот 3 месяца тебе хватило, Да. 95 ты набрал, Да. хотел там до 100 набрать или как-то еще. У меня скачками рос вес. Банально, если я все съедал, если я помещал в себе все, что по плану, у меня вес рос 2 килограмма в неделю. 2 килограмма в неделю. Пузо не росло. Росло понемножечку. Пресс потерялся, конечно, но я не был жирным. Я был что именно здоровым. Типа как билдеры в межсезонье. Мгм. Но там они все равно более такие натянутые, потому что они химики. Тестостерон, да, такие электролиты, то есть ты более надутый такой, натянутый. Мгм. И если ты Как будто уже на память. натуральный, ты все равно такой порохлей, конечно, будешь, да. Вес рос скачками, мог там 4 недели подряд по 2 килограмма в неделю набирать, потом бац, застой на 2-3 недели. Это депрессивный момент. Просто не мог физически уместить то количество пищи, которое должен был. Потом опять рос, и за 3 месяца я набрал этот вес, и последний месяц я топтался на месте, я пытался все это вместить, не получалось, вес просто остановился вес. Хотя до месяца, когда я только до 95 вошел, у меня внимание резко переключилось на бодибилдинг. До этого я не понимал бодибилдинг, но если я чем-то увлекаюсь, меня это затягивает. Я уже смотрел там «Качай железо», смотрел Липриста, то, что, например, там моего роста, типа. Мгм. И я Одессу Я говорю, щас типа, вижу, я Одессу говорю, я хочу стать бодибилдером, но при этом натуральным и самым большим. Я понимаю то, что это безумие, и в этом интерес был, я ему говорю. А он такой человек, он не скажет, типа, это безумие, хватит фигню говорить. Он мне начал качественные аргументы проводить, почему это невозможно. Мгм. Ты не сможешь форму подвести, потому что без тестостерона ты так не просушишься, и не будет такая наполненность мышц. Или еще что-то. То есть он мог... Я его прямо загрузил, говорю, я хочу, давай найдем У решение. вас были споры, да? Да. Он меня на самом деле остановил, потому что я топтался месяц. Если бы он надавил и сказал, типа, терпи, можешь и так далее, я бы себя замучил до смерти. Но он сказал, типа, хорош, потому что он, опять же,
одни из его аргументов, то, что надо подготовить сердечно-сосудистую систему под ту мышечную массу, которую ты планируешь набрать. Капилляризация тканей и так далее. Вот. У ненатуралов эти механизмы отключаются, так скажем, поэтому они в зоне риска находятся. У натуралов организм просто может дать по тормозам. Вот. И Обкатать вес надо. обкатать вес, да, 4 месяца ходить там по горам, так скажем, на определенном пульсе невысоком, но и не маленьком, сердце готовить под новую мышечную массу. А какие еще вот ты добавки посоветуешь людям, которые хотят набрать так же быстро, плюс-минус качественно, вот как ты делал? Ну, советовать, конечно, я ничего не буду, то есть тут надо все сознанием дела делать. Вес этот набирался прежде всего за счет калорий. Опять же, чтобы эти вместить калории, надо принцип раздельного питания, тренировки и так далее. Это все в совокупности работает. Из добавок, то, что я принимал, ну, это опять же калий-ротат, чтобы наполненность была вот этой водой, фасции растягивать там изнутри, чтобы этот памп был, что там, ну, из классики креатин, да. Креатин дробил как-то или ты всегда на постоянке его пил? На постоянке получается где-то 10 грамм, 10 грамм вне тренировок и где-то там до 20-25 грамм в день тренировки. Там литров 6 воды надо пить, Вот. да? Ну да. Сейчас я примерно так же креатин много пью. Хотя не знаю, может, я его и не чувствую. Но я его пью просто, потому что креатин классная вещь, даже для мозгов там, да, его там чуть ли не старикам прописывают. Адаптогены мне очень помогали есть белковую пищу. Адаптогены, казалось бы, фигня, но просто там могут бодрить или еще что-то, там вот эти оралия, там что-то еще. Ну, казалось бы, ерунда, адаптогены. Четкую корреляцию заметил. Если не употреблял адаптогены, не мог вместить то количество белковой пищи, которое должен был. С ними мог. С ними хочется или с ними можно? С ними именно... Там тебе ничего не хочется. Там вопрос, сможешь или не сможешь. И с ними я мог. И на определенном моменте времени почему-то меня от адаптогенов, опять же, казалось бы, адаптогены, обидная, безобидная история. Меня стало рубить. Спать хотеться. Они обычно бодрят, а меня от них рубило. И я их убрал. И я понял, без них я не могу есть то количество пищи. А с ними мне хотелось спать, я не успевал съесть то количество пищи. То есть у меня с ними какая-то непонятная история началась. В общем, вся эта система начала плыть и рушиться по добавкам. И всему. Это у тебя только так? С чем это связано? Почему кого-то бодрит? У тебя так? Гормональная система, может? Не знаю, может, я переборщил с ней. Еще что-то, какая-то, может, аллергическая реакция или еще что-то. Но они мне реально помогали, но в один момент я от них просто засыпал. Это вот женьшень? Да. Что еще? Может, оралия минчужурская и что-то там еще. 2 вида адаптогенов было. Ну, у них там примерно одно и то же какое-то действующее вещество. У всех этих адаптогенов, на самом деле. Ну, такую историю слышал, когда их 2, они лучше работают. Ну, вот я также пил, причем без какой-то дозировки, просто в себя прям вливал. Возможно, они как-то печень мою грузили, поэтому мне там спать хотелось, еще что-то. У меня синдром Жильбера. У тебя синдром Жильбера. Да. Я знаю людей. Да. Тяжело набирают такие люди. Ну, то есть там вот... Я бы не сказал, что мне это как-то прям мешало. Человек говорил то, что прям жир супер сильно не идет в лишний вес. Это правда или неправда? При синдроме Жильбера? Да. Ой, я не знаю. Ну, все люди, которые с синдромом Жильбера, они легче добивают сухости, чем набора лишнего веса. Я бы поверил в обратную историю. В обратную? Потому что от печени зависит твой гормональный фон, и получается печень больше нагружена из-за этого билирубина, и ты наоборот будешь набирать некачественный вес. На боках будет больше откладываться. Я так всегда это видел. Ну, прочекаем эту историю. Я не знаю. Я замечал то, что билирубин, казалось бы, это вот токсин, который разрушает твое тело, он тебя заставляет еще и кортизолить, и на кратком промежутке времени он тебя может мобилизовывать, и ты там даже, наоборот, противовоспалительный эффект можешь чувствовать от этого. Казалось бы, у тебя там белки глаз пожелтели немножко, а ты себя бодрее чувствуешь и включаешься лучше, потому что ты раздражен. Интоксикация происходит определенная. Ну, конечно, на длительном промежутке времени, даже не особо длительном, это пагубно. Но мне, я бы не сказал, что это прям как-то вес мешало набирать. Но когда я сдал анализы на ферменты печени, у меня были они, да, очень сильно превышены. Вот. Не только бирулюбин, а вот АСТ, АЛТ, у меня они были, да. В разбалансе немножко. Не то, что немножко, они и были и превышены, и в разбалансе. Поэтому эксперимент весь прервали.
Вот, потому что, ну, уже прям Эксперимент это вот ты набор веса по прервал? массонабору, да. А какие у тебя еще анализы, вот тест у тебя какой был? Тестостерон, получается, я его сдавал 2-3 года назад. Он у меня был где-то 24-26. Стандарт. Да, стандарт. Ага. Ничего особенного. Единственное из особенного это гормон роста. Я его сдавал, когда держал где-то месяца полтора периодическое голодание 16/8. Мгм. Это когда ты ешь в 8-часовом промежутке, остальное время не ешь. В 8-часовом промежутке ешь, что хочешь. Я очень много гулял под солнцем, у меня много было занятий таких вот деревенского типа, там, покосить траву или еще что-то. И я сдал гормон роста, он у меня был выше референтов в 3 раза. Думаешь, из-за вот этого? Когда я потом сдал, но уже без периодического голодания, он у меня был в норме. Мгм. Я слышал, что там Либо, лучше. ну, есть вероятность, то, что это просто сбой, да, в лаборатории какой-то, либо действительно бустит так гормон роста. Я ко второму больше. Ты много перепробовал диет, чтобы найти вот именно раздельное питание? Потому что, ну, я в многих видео с тобой видел, то, что вот я отдельно белки. И ты, видимо, с учениками также, да, говоришь? А Да. вот как ты, что ты еще пробовал? Какие, может, минусы есть у вот этого питания? И что ты категорически людям как бы запрещаешь? Если бы тебя спрашивали, вот прям человек спрашивает. Один раз я даже, кстати, неделю на веганской диете был. Знаю, что это такое. Одну неделю у меня мышцы начали болеть. Ну, то есть нехватка этих аминокислот и так далее. Я понял, что это ерунда полная. Ну, чисто для эксперимента надо было. Я такой человек творческий, на самом деле, могу себе позволить фигне пострадать. На данный момент к чему я пришел? Вот, кстати, диета периодическое голодание 16/8 классная тема. Она реально как-то гормональный фон налаживает и так далее. Я тоже пробую, только 16 часов ем. Нормально. Но на самом деле я и так временами использую. Редко, там, типа раз в год на протяжении, там, скажем, 3-5 недель могу использовать периодическое голодание 16/8. Реально классная тема. Вот. Самое главное, улучшает силовые показатели, а не ухудшают их. Раздельное питание, это я вот принял от своего тренера по бодибилдингу Диаса Апокрифа. Минусы те, что, наверное, не так вкусно людям кушать, скажем, белково-жировой прием без гарнира какого-нибудь. Минусов таких вот нету больше. А белково-жировой, туда клетчатка входит? Может, там на пару что-нибудь вкуснее? Да. Клетчатку можно и с тем, и с другим. Угу. Вот. Получается, у всех временами пучит живот. Если вы на периодическом голодании, строго на периодическом голодании, я вот сейчас не строго, бывает грешу. Могу какой-нибудь там миндальный тортик с вкусвилла съесть или какую-нибудь еще фигню. Вот. Но если строго держать, вообще никаких проблем нет. Вообще. Ко мне Буд приезжал, он меня спрашивал, ты удивлялись, типа, что реально? Я говорю, реально. Типа, вообще проблем нету. Что бы я запретил, это достижение пищевой промышленности. То есть вот эти вот продукты, которых, так скажем, нет в природе. Вот чипсы ты хейтил уже 3 раза. Ну, не то, что типа, а чипсы как символ пищевой промышленности, так скажем. Газировка, чипсы. Да. И все Я сам могу колы попить, в принципе, там ничего в ней такого прям страшного нету. Но лучше все вот эту фигню убрать. Убираем чрезмерное употребление клетчатки. 15 грамм клетчатки в сутки нормально. Это примерно 2 морковки или 2 яблока. Среднее количество. Типа я рис ем с помидорами, потому что без клетчатки у меня рис застревает. Вот. Или без жиров он застревает, а я его ем без жиров. Поэтому клетчатку обычно я использую для тех продуктов, которые без клетчатки не проходят, так скажем. А про фрукты что скажешь? Нормальная тема, кушайте. Типа 3 килограмма мандарина за вечер. Уже не очень. Это я про себя. Ну, вкусно же, что запрещать. Ну, у меня такая шиза, я могу взять эти мандарины и в соковыжималке мандариновый сок наделать, и все это выпить. С кожурой. А кожуру выкинуть. И все, да. Ну да, мы говорим про твое именно правило, не про то, что ты всегда... 15 грамм клетчатки. На клетчатку обращаю внимание, потому что мейнстрим советует есть ее много. Он ее как краеугольный камень, как незаменимый
Нутриент — это антинутриент, то есть он не выполняет никакой функции. Это насильственная стимуляция кишечника, как я уже говорил. А почему так советуют? Наверное, потому что производителям растительной пищи надо ее продавать. Потому что это реально бред. Это абсурд. Клетчатка — это антинутриент, он не выполняет какой-то важной функции в организме. Он не выполняет никакой функции. Основные тезисы, для чего нужна клетчатка, это перистальтика кишечника, но за нее отвечают жиры. Жиры стимулируют на вот эти движения кишечника. Второй тезис — это то, что надо микрофлору кормить кишечника. Но микрофлору кишечник сам кормит за счет своей слизи, а слизь выделяет сам организм. То есть не надо ничего кормить. Чего вы там кормить собрались? В принципе, нет хороших или плохих бактерий в вашем кишечнике. Есть просто бактерии. Главное, чтобы там нужный баланс был. Вот. И вот эти вот основные вот тезисы, они на самом деле рушатся банальным учебником физиологии. Вот это вот первый раз, кстати, слышу. Это, наверное, непопулярная просто тема. Кишечник кушает свою же слизь, которую выделяет. Как этому способствует? Не кишечник кушает, а бактерии. Микрофлора, да, кишечника. Как способствует этому лучше? Выделение слизи? Ну вот да. Никак. Ну, ешьте просто нормально. Это банальный физиологический процесс. Ну, например, у человека проблемы какие-то с кишечником. Ну, обычно проблема, потому что люди переедают клетчатку, она там у них начинает бродить, вот, их пучит из-за этого. Раздельное питание решает все эти проблемы. Чтобы съесть то количество... Вот прикиньте, я ел на протяжении там 4 месяцев по 20-25 яиц, даже 30 яиц у меня рекорд был в день. Обычный человек сейчас послушает, типа, все, закрываем видео, что за бред, как это вообще возможно, и ты, типа, не умер? Нет, не умер, просто чтобы это сделать, надо соблюдать определенные правила. Я соблюдал эти правила, и с кишечником моим все было нормально. Все было нормально. 25 это да, это вообще не вписывается. За раз, за один прием. В среднем уходило на это 2 часа без сновки, я это и помещал в себя. Есть же такое, 2 за завтрак максимум. За завтрак, блин. У меня матушка ест 3-4 в день за завтраком. Еще про генетику хотел узнать. Вот как выглядит отец, как выглядит матушка, вот насколько у них много спорта было в жизни? Основная... Ну, у меня генетика и с другой стороны хорошая. Не то, что какие-то гиганты или еще что-то, но матушка... Получается, мозги мальчикам достаются, насколько я знаю, от мамы. Вот, и моя мама тоже вот эти приходы, пиковые состояния какие-то тоже с детства могла ловить. То есть, опять же, вот генетический фактор. Она физически сильная. То есть, не знаю, она сейчас в весе 80 килограмм может спокойно там отжаться без тренировок раз 5 отличных отжиманий. Это как ты говоришь, отожмись, или она тренируется? Да вот, как недавно я не в гости заезжала, типа, что-то про отжимания заговорили, она такая, бац, пошла и отжалась. Там 5 раз. Ну да. Не вот эти вот локти наружу. Новичковые не вот это вот вот, эти, да? а вот прям идеальные до груди. Потому что я ее одно время учил. Да. Но у нее, получается, когда я ее тренировал, у нее рекорд был 3 подхода по 25 отжиманий до груди, идеальных, техничных. Она весила где-то 73 килограмма на тот момент. 70-73. И подтягивание нижним хватом 8 раз. Подтягивание делала в 73 кг? Да. А сколько ей лет? 50. А как вы начали такое? Мама, я хочу тебя тренировать. Или как? Да нет, просто мне физические нагрузки нравятся. Опять же, это у человека, у которого есть предрасположенность к чему-то, ему нравится этим заниматься. Тут обратная положительная связь. Реализация генетического потенциала через чувство радости, счастья. Вот. И поэтому мне просто это прикольно было. Респект. Прикольно. Да. И плюс она такая мышечная. То есть она такая... Нравится проявлять сил. Мышечный тип, так скажем. Есть системно-векторная психология, где там выделяются вектора разные. Там один из векторов — это мышечный вектор такой. Сейчас никак. То есть вообще ничего? Ни мобильность? Нет, там... ну я могу сделать пистолетик, в принципе, в любой момент, там 40-50 килограмм на одной ноге. Вот. А так особо не тренирую. Ну, я разминаюсь, выпрыгивание поделаю, там все это разомнусь и так далее. Вот. То есть выступать, ну вот к соревнованиям, вот Матвей говорил, то, что вообще для меня новая такая информация, Final Rap, и чуть-чуть в эту сторону с приседаниями будет смотреть, ну, европейские стритлифтеры. Ты к таким не относишься? Я вообще, в отличие от Матвея, я не профессиональный стритлифтер, я себя называю маргинальным спортсменом. Для меня спорт — это как творчество. Поэтому и соревнования особо не люблю. Вот. Ну вот было в том году соревнование, но неприятное.
мерзнешь, там, суета вот это какая-то, не пойми чё. На пик не выйдешь все равно из-за На пик этого. не выйдешь. Ну, это просто не весело. Если рассуждать с позиции, если это рассуждать с позиции силы, то, скажем, вот представьте, что у вас, вот представьте, что вы действительно сильный человек, ну, вот вы ловите такие состояния силы, не только физическое, а в принципе вы сильная личность. У вас, скажем, много ресурсов и так далее. И вы там будете ездить на лучшем автомобиле, там, не знаю, вы там будете летать на частном самолете, вы будете там, не знаю, все помещение в ресторане снимать под себя, да. А с этой точки зрения соревнования — это какая-то история для черни, скажем так. Ты мерзнешь, тебя там особо не уважают, тебе какие-то призовые не выплатят. Для кого эта история? Типа, если ты действительно хочешь быть сильным, ты должен себя уважать. И если ехать на соревнования, ну, вот эти европейские соревнования, там более поприлично будет еще, чем где-то у нас. Ну, то есть это хотя бы такая атмосфера должна быть, где свои ребята, и они сами устраивают эти соревнования. В общем, кайфово, лампово. Либо просто соревнования такого уровня, где тебя за твои старания дадут хорошую премию, так скажем. В общем, самоуважение должно быть. Я вот что считаю. Поэтому я не люблю историю с соревнованиями. Мне это не особо и все интересно. А какие цели у тебя в стритлифтинге? В стритлифтинге цели. Ну, вот сейчас самые такие вот ближайшие — это сделать брусья 150/3 закрыть. Вот эту раскладку хочу закрыть. 170 побить. Подтягивание сделать 80 килограмм до груди. 100/3. Вот до сюда. Да, 80 килограмм до груди. Вот до сюда. До касания прям. Угу. Нет, не то, что там до сюда, а вроде до груди, до касания. Я не знаю, где я касаюсь, главное коснуться. Вот, 100/3 — это вот прям такие ближайшие цели. Вот, после этого сделать, обновить рекорды на выходах силой, на кольцах сделать за 70 килограмм, на турнике сделать за 50 килограмм. У меня получается лучший внесоревновательный — это 50 килограмм. Вот, на одной руке подтянуться там за 20 килограмм. Жесть. Это ближайшие цели. Ну, сейчас по приколу еще жим стоя тренирую. Жим стоя? Да, жим стоя. У тебя штанга дома? Да, у меня штанга дома. Ага. Сколько делаешь тоже? Ну, я так, лайтово начал с 40 килограмм, 3 по 8. Сейчас дошел, вот последняя тренировка была 65, 3 по 8. С хорошим запасом, так уверен. Ну, с твоими брусьями вот этот принцип, который ты говоришь, начинаешь с объема, потом интенсивность. Нет, тут это уже эта история там, где надо бить те результаты, которые не знаешь, как бить. Ну, то есть это когда у тебя уже большой стаж, и тебе надо пробивать потолки, а когда тебе просто надо выйти, натренировать какое-то движение, в котором ты еще не тренировался, то можно применять самые банальные методы. 3 по 8. Линейная такая прогрессия нагрузки. Но сейчас взять, ты типа 90-100 пожмешь на раз. Честно говоря, я на пик не выходил, я не знаю, насколько там будет чувствоваться вес. Ну, 90, я думаю, пожму. Я 100 нет. примерно представляю, сколько человек, который 150/3 делает на брусьях, может так вот взять штангу, или пожать стоя, или пожать лежа. Ну, короче, мне кажется, тренировать брусья выгоднее, потому что с них ты можешь слезть на что угодно. Я прав, не прав? Ну, в принципе, это базовое упражнение, да. Лежа можно пожать потом. Ну, просто я заметил, вот те, кто много на брусьях, даже не в одноповторном тренируются, они выходят на жим лежа на штангу и делают плюс-минус хорошие веса. А наоборот не работает. Ну, не знаю. Считается ли брусья самые выгодные упражнения в этом плане? Ну, мне кажется, если так потеоретизировать с точки зрения нашей эволюционной истории, жим вот в такой плоскости снизу, типа когда мы лезем по веткам, он более такой для нас. А тут на лавку ложится, более такая искусственные уже условия. Ну да. Вот. Поэтому мне стритлифтинг этим нравится. Палку сверху, подтянулся, снизу отжался. Те, кто говорят, что брусья травмоопасные, ну просто отжиматься надо научиться. Мне кажется, жим травмоопаснее, чем брусья. Угу. Вот. Брусья классная тема. Так, вот отдельно по добавкам у меня про мухоморы своя вообще личная история есть. Угу. А у тебя какая? Ну, я микродозил, получается. Ну, как микродозил? Я как-то собрал свой мухомор, я его ел как чипсы. Я не знаю, обычно в капсулах... Они вкусные, да? Да, они вкусные. Как сырные чипсы. Они вкусные, зараза. Угу. И я ориентировался на вкус. Получается, самый главный продвигатель микродозинга — это Вишневский.
Который еще магазин у него свой. Он вообще продвинул эту тему в России. Мгм. Он говорит то, что микродосьте, пока не будете забывать пить таблетки. Ну, типа, как забываете, значит, уже вам не надо. Ну, капсулу, ага. Капсулу, либо там, в каком виде его употребляете. Мгм. И я ориентировался на вкус. Пока мне вкусно, тогда я ем. То есть на вкус ориентировался. Поэтому я довольно-таки большие дозы употреблял, но не было никаких даже близких состояний к приходу. Большие А, сколько? 5? Я даже не мерил. Я даже не скажу, какое количество приемов. Я просто ел как чипсы. Ну, вот эта большая шляпка, которую ты так, как раз у Луценко. Он так показывал какие-то вырезки видео. Очень какой-то красивый, как будто даже пластиковый. Да. Мне кажется, если его засушить, там будет как раз где-то 4-5. Да я больше шляпки за день, может, даже съедал. Ага. Но не было даже никаких вот таких состояний прихода, но были очень творческие состояния, хотелось пританцовывать, то есть пластика тела больше чувствовалась, раскрепощенность мышления и тела. Я это плюс миксовал с церебролизином, с пироцетамом, витамином Е. Ну, витамин Е, он как детоксикатор нашего организма, в том числе и мозгов. В общем, еще ноотропа добавлял. И у меня был этот период очень творческий. Если конкретно в результат это переводить, это в Инстаграме я писал прикольные посты и там начал в день чуть ли $1000 зарабатывать. Это как? Просто я начал очень прикольные посты писать, делать классный контент, меня перло, и у меня там покупали мои услуги, мои программы, и я мог там реально косарь в день заработать. С этого у меня подписчиков я не помню, за 2 месяца, что ли, с 35 до 140 бустанулось. Вот. И мне было вообще очень прикольно. У меня постоянно какие-то мысли появлялись, я там книги слушал. Пританцовывать хотелось реально вот так вот. Тренировки по-другому казались. Тренировки. И я, в общем, всегда свой жизненный опыт свожу к тезисам самым главным. Главный тезис Мухомора. Раскрепощает мышление, дает больше хаоса в твоем котелке, при этом способствует еще и фокусировке этого хаоса в конкретный результат. То есть мысли, я называю это, кристаллизуются. Завариваешь котелок, а потом мысли кристаллизуются. Угу. Есть такое видео, мне попалось, где дядька сбрасывает шарики для настольного тенниса с лесенки, в конце которой стоит стакан. Целое ведро шариков высыпает, они скачут вниз, ни одного шарика не попадает. Мораль такова, то, что хаос без фокусировки не дает результата. Там в видео это не показалось, но если эксперимент повторить и в конце коридор сузить к этому стакану, то вероятность, что шарик попадет в этот стакан, уже будет больше. Угу. И мухомор, он не просто тебя в физика превращает, у которого типа все весь, он способствует в этой фокусировке. То есть он в хорошем смысле раскрепощает. В общем, на мне он очень сработал хорошо. Это не какое-то видоизмененное сознание, то есть это никакие, то есть я могу без всего словить более мощные приходы, когда еду на тренировку, скажем. Угу. А мухомор, он именно дает такой долгосрочный эффект положительный. Я человек достаточно закрепощенный, и он мне прям вот этот баланс наладил, так скажем, баланс мужского и женского. Инь-ян. Вот. То есть, а что значит закрепощенный? Закрепощенный, в принципе, я такой скрытый такой человек. Если мне позвонили, даже среди своих, это какой-то обычный разговор, мне хочется куда-нибудь скрыться, чтобы никто ничего не слышал. Вот. В общем, вплоть до таких мелочей. Это у меня с детства. Просто особенность характера. Угу. Без какой-то истории. Без какой-то истории, но в том числе эта закрепощенность, она мешает мышлению. Она отражает. То есть в любом случае эти внешние проявления, которые я только что перечислил, это отражение психики. И мухомор, он раскрепостил. Но не просто так, с ним хочется пританцовывать. То есть ты чувствуешь себя более легким. Угу. Не то, что ты в дурачка какого-то превращаешься, шизанутого, а просто ты чувствуешь себя более легким. И это очень помогает мыслить. Вот. А кто вот Артем Широков без спортивных достижений? Без спортивных достижений? Нет, вот он со спортивными достижениями де-факто, но, допустим, там ни в инсте, ни где-то еще не зафокусировано, что вот он именно вот рекорды какие-то поставил.
А вот в остальном? Ты же говоришь много творчески, вот об этом. Человек, который может написать какой-нибудь прикольный пост, могу даже раз в год написать стих. Человек, который летом любит стричь газон под солнышком. В принципе, какую бы мне самоидентификацию не присвоили, спортсмен или еще как-то, в любом случае это миф. Так скажем, нас не существует. Что это значит? Сознание едино. Уровень опасности этому неизвестен. Ну, то есть, можно сказать, я спортсмен. Это миф. Но в то же время миф — это реальность. Все есть миф. Можно сказать, что я какой-то такой кухонный философ. Это тоже миф. Я не философ. Я не спортсмен. Я не то и не то. При этом я и философ, и спортсмен, там какой-то блогер может быть. Типа, кто я? Да никто. То есть вот так вот. Просто из практики скажу то, что я должен находиться на высоких физических кондициях, на высоких именно, не просто на хороших, в хорошем состоянии здоровья находиться, а прямо на высоких спортивных кондициях, чтобы я мог творчески еще хорошо какие-то мысли выдавать, идеи, посты делать. Почему? Там. Не знаю. Я нахожусь в повышенном вдохновении. То есть мне надо прям реально быть, там, рекорды какие-то личные ставить, какие-то рекордные раскладки закрывать постоянно. Тогда, то есть это идет фалангой. Первое, то, что у меня физика впереди. Без нее мне очень тоскливо становится, я чувствую. Поэтому я бы даже сказал, если вот в таком контексте рассуждать, Артем, а кто ты без своих результатов? Никто. Ну, то есть вот так вот. Вот как ты рассуждал тоже, это же тоже какая-то своего рода та зависимость, которая тебя делает лучше, но вот сделав тебя, допустим, на год без спорта, ты уже такого кайфа от жизни не получишь. 100%. Да, ну, я просто понимаю, это зависимость определенного рода, да. Ага, вот боюсь старости из-за этого. Там же уже не получится до рекорда бить. Поэтому я в голове хочу жить вечно в физическом теле. И самое страшное, что я верю, что я буду жить больше 100 лет. Я тоже. Я в это верю, искренне верю. При этом я не расстроюсь, если я умру даже молодым. Ну, некому будет расстраиваться. Ну, в плане то, что я не буду сильно удивлен. И не буду, взгляд со стороны, так скажем. Я не был бы этому удивлен и не сказал бы, что несправедливо. Но мне кажется, то, что у меня какая-то роль такая более высокая, и вообще в последнее время мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней. Тот, кто меня наделил талантами, какой-нибудь Господь Бог, который на меня смотрит с высоты и думает, когда же ты уже начнешь по-серьезному относиться к той силе, которой тебя наделили. То есть у меня такие ощущения в последнее время. Это примерно о чем, о какой деятельности речь? Творческой? Творческой, созидательной, лидерской даже, возможно. Ну, не просто так меня император человечества вдохновляет, Ханма Юдзер. Так скажем, это называется сказкотерапия, когда мы через художественные образы, через мифы можем через свои симпатии или, наоборот, не симпатия к определенным персонажам найти, скажем, себя. Вот. Вот я очень сильно вот это включен, даже ненароком как-то мы с этого начали, хотя я это в конце хотел задать. Вот. И вот не с кем на самом деле обсудить, насколько и то, как нечаянно в детстве какой-то образ появился, или ты как-то связал себя, и как это влияет на жизнь. И то, что ты осознанно можешь выбрать, на которое ты можешь сфокусироваться, также подражать, или там игрушки там дома даже поставить, чтобы оно в взоре всегда было. Насколько это сильно влияет на тебя. Вот, ну, ты рассказал. Я бы даже так меньше, если бы хотел человек узнать, меньше узнал какие-то вещи, что он говорит, и просто посмотрел, что его окружает, и что он смотрит. Вот, и какую тему мы пропустили? Насчет религии. Вот, ты называешь храм силы. Ну, у тебя, наверное, родители христиане, православные. Да. Вот как ты сам относишься к религии, вот именно вот с такой точки зрения? Ну, у меня храм силы называется, но это просто такое мемное название. Ну, мемное, скажем, да. А вот я уже серьезный вопрос из этого. К религии отношусь. Ну, я православный христианин. Что еще сказать? Если относиться к Библии как к художественному произведению, это величайшее произведение, которое имеет много философских слоев, подслоев. Можно
такой персонаж, так скажем, как Иисус Христос. Величайшей силы персонаж. Ну, как величайшей силы? Сила — это Господь Бог. Вот. И тоже те подфилософские смыслы, которые только царь царей может сделать свой выбор там, в пользу, так скажем, спасения всех. Когда ему говорят, покажи хоть какое-нибудь чудо, и мы остановим всю эту казнь, он делает свой выбор. Ну, то есть это тоже... у меня есть такая теория касаемо Бога и всего остального. Если исходя из того, что сознание первично, то был протонаблюдатель в виде Отца, так скажем, да, Господь Бога, который пронаблюдал небо и землю, ну, то есть наш физический мир. А потом он пронаблюдал наблюдателей. Пронаблюдал наблюдателей, то бишь людей. Способность пронаблюдать — это и есть наша Божья искра. Именно по образу и подобию Божьему имеется в том смысле не то, что 2 руки и 2 глаза, 2 ноги, а то, что мы способны пронаблюдать, то бишь творить, как Господь Бог. Вот. Потом он пронаблюдал себя в теле человека. Вот. И поэтому все есть Святой Дух, Отец, Сын — это все Бог, и при этом это все разное. То есть в голове начинается у обычного человека бардак. То есть тут обычная логика не срабатывает. Это метафора определенно. У тебя прям да, то есть христианство — это про личность. Там, Иисус Христос — это личность, при этом Он Бог, при этом у Него есть Отец, при этом есть еще Святой Дух. И как это все уложить в голове? Ну, просто представляете, просто масштаб мысли. Если вы даже не религиозный человек, просто с точки зрения подумать. Ну, это же невероятно интересно. То есть вот так вот. Знаешь, что еще? Если у нас, ну это мои мысли просто, если у нас есть какая-то доля того, что мы можем Бога почувствовать, понять или как-то в слова какие-то, в смыслы превратить, но это доля только вот это, то у него тоже же есть какой-то наблюдатель. Если дальше вот как в пространстве добавляешь одну линию, и включается еще одно наблюдение. Так и мы же четырехмерных не можем ничего чувствовать. Но вот по смыслу-то там еще дальше продолжение есть. Как-то так уменьшает тебя до такого маленького существа, что ты должен просто, вот как в буддизме, до просветления... Носил дрова, воду. Да. После просветления носи дрова, воду, руби дрова, воду и носи воду. Да. Ну да. Но интересно то, что Бога мы пронаблюдать не можем. То, что Бог есть истина, Бог невыразим, истина невыразима, и опять же тоже Бог есть любовь. Материалист скажет, а любовь, раскройте понятие, что такое, давайте в словах выразим. А любовь — это Бог, а Бог невыразим. Вот. И тоже мои последние мысли на этот счет, то, что вот мы находимся в определенных мерностях, да, там, в четырехмерном пространстве, а мерностей, возможно, великое множество. Вот. И, скажем, если мы материалист и прагматик, и настроены на такой вот хищный взгляд на мир, как, скажем, например, учение Арсена Маркаряна, вот, то мы правы, но только в этом четырехмерном пространстве. Но, так скажем, любовь — это нечто более многомерное, она более истинная, да, что движет солнце и светило, и оно контринтуитивно, оно нелогично, да, оно про жертвенность, про что-то еще, и это единственное то, что останется даже после того, как ты умрешь в этом плоском мире. То есть это более сложные вещи, и если ты был успешным в этом мире, скопил много ресурсов вокруг себя, но при этом не научился любить, то все есть прах, да, и это был миг, который ты истратил не на то, так скажем. Хотя вроде бы успешный был, а с собой не заберешь. Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому в рай. Из Библии. Да. Вот. А в словах, получается, не сможешь. Ну, вот, я бы даже, не понимая тебя в целом, невозможно. Изначально запутался бы в то, в чем ты вот сейчас говорил. Вербализировать нельзя любовь, Бога, истину.
Нельзя. Мгм. Еще интересно то, что христианство — это не про достижение, это не про прогресс, это про принятие. В Библии есть моменты, где у Иисуса спрашивают, ну, как достичь там святости к Богу и все такое. Он говорит, никак, человеку это невозможно. Мгм. Человеку это невозможно. Что невозможно человеку, возможно Богу, а Бог с каждым из нас. Вот. Бог в глазах другого человека, в том числе и в твоих глазах. Вот. И это не про достижение, это про принятие. У тебя, в принципе, этого не выйдет, ибо слаб человек. Вот. Тоже интересная мысль философская, если смотреть на это вот с такой точки зрения. Вот. А вот как ты тогда к слабостям, к грехам, условно, тоже иногда так слова ты использовал как грех? Ну, с библейской точки зрения ты вот это говоришь? Или у тебя свое какое-то понятие? Ну, то есть грех слабости. это отклонение от идеальной линии поведения. Грех это отклонение от вектора, который ведет тебя к Богу, так скажем. Мгм. Вот. Грех это промах, это ошибка. Вот. Ну, я в своем контексте использую, ну, там, скажем, нарушил раздельное питание. Грешу. Мгм. Ну, именно с точки зрения питания, то есть это промах от идеальной линии поведения в питании, так скажем. Но если говорить про духовный рост, ну, грех, вот в религиозном смысле слова, это, ну, понятно то, что... И мы, в принципе, все знаем, когда что мы грешим, где мы нечисты. И знаем, как трудно это исправить, и как трудно, не знаю, просто даже покаяться. А вот любовь, просто в других языках есть несколько значений слова «любовь», а у нас вот только одно-два. Ну, там любовь, нравится, симпатия, все такое. Вот. И вот с этой точки зрения, ты разделяешь ли ты любовь к человеку или даже к девушке от вот этой вот всеобщей любви, о которой мы сейчас говорим? По сути, не отделяем любовь к девушке, любовь к человеку, любовь ко всему, не знаю, ко всему миру. Она просто дает почувствовать, она помогает тебе, так скажем, расширить свою самоидентификацию. Так скажем, есть такое оскорбительное выражение эгоист, да? Типа ты эгоист, эгоцентричный человек. Что имеется в виду? Слишком узкое эго, слишком сконцентрирован на каких-то очень таких вот локальных самоидентификациях. А надо свое эго растворить в этом мире. Растворение эго лежит через его расширение сначала. Я не только мужчина, отец и так далее. Я еще и общественный деятель. Дальше. Я не только я еще и это, и это, и это. И ты, получается, устанавливаешь связь со всем миром. Ну, скажем, романтическая любовь с партнером, да, это тоже постоянно находить контакт какой-то, переживать какие-то турбулентности и прочее, смирение учит, да, обоих партнеров и так далее. Ну, типа, ты хотя бы научись любить хотя бы одного человека, тебе уже для этого даны и половые инстинкты, и прочее. Бог поспособствовал и так к твоей лояльности к другому человеку, да? Хотя бы через женщину или через мужчину научись, ну, не зацикливайся только на себе. Да? Прикольно, что ты говоришь «хотя бы». Хотя бы. Хотя тут столько подкастов люди на этот счет говорят. Ну, знаешь, что тоже кто-то сказал, то, что мужчина спасается через женщину, а женщина через детей. Я считаю, да, интересно. Можно выстроить такую, как это, 3D-модель. Впереди Бог, за ним мужчина, за мужчиной женщина, за мужчиной и женщиной дети. Вот. Мужчина любит Бога, женщина любит мужчину и детей там, и так далее. Ну, в общем, такая иерархия получается определенная. Бог на первом месте, все остальное на своих. То есть, ну, поэтому, ну, традиционные ценности, семейные ценности в христианстве, они тоже как краеугольный камень. Вот. Ну, это просто стройная такая модель, иерархия и так далее. Ну, научись любить там одну женщину, одну мужчину, детей, там, ну, живи по-человечески, там уже и более походишь на Бога. Вот. Ну, при том, что... А ты Библию читал, я так понял, или нет? Ну, я периодически перед сном ее слушаю. Я обычно все через слух. Вот. Ну, то есть ты бы, наверное, к этому примерно так же пришел, или у тебя все вот это вот мышление основывается конкретно на Библии? Нет же, даже?
Все это мышление основывается просто на моих предпочтениях. Я опять же, ну, у меня все хаосно, у меня нет какого-то последовательности изучению каких-то. Я просто вот люблю думать, размышлять. И к Библии я тоже отношусь не как так, надо к этому прийти обязательно, а просто это мое предпочтение эстетическое. Я отхожу от эстетики. Мне это Мгм. просто нравится. Я нахожу в этом красоту. В этом есть красота. Я над этим думаю, смакую и рассуждаю. Перед сном мне нравится, потому что перед сном хочется себя настроить на максимально такую нужную, так скажем, вибрацию. И я думаю, а что я сейчас могу такое послушать, что меня лучше всего настроит на сон на следующий день? Ну, священный текст. Слушаю их, и действительно. Ну, типа, вот перед сном ты турбулентности целый день переживал какие-то, да? Какие-то у тебя там мысли были, еще что-то, гневливость у меня вообще, дофига гневливости, я вообще бешеный человек. Вот. И ты перед сном все равно ложишься, и ты вот такой вот загрязненный за целый день. И хочется как-то очиститься от этого. И я пришел к тому, то, что послушаю священный текст. Вот. Вот так вот слушаешь, вообще, как будто у такого человека, как у тебя, фейлов не должно быть. Давай чуть разбавим какие-нибудь уже, ну, минусы своего характера расскажи. Минусы, я один сплошной минус. Я невероятно гневливый человек. Я бешеный человек. Я очень часто злюсь. Вот история. История, да, блин, да каждый день. Я просто могу на ровном месте. Вот меня даже просто спросят меня, мои близкие люди спросят, что тебе приготовить. А я в этот момент не хочу думать над тем, что я сейчас хочу есть. Я могу сказать, ну, грубо, типа, ничего, ну, типа, не надо, грубо сказать. Мгм. Причем я это в голове у себя слышу не так грубо, но я очень часто этим самым обижаю своих близких. Короче, сразу негатив, не без... Я очень взрывной человек. Мгм. Ну вот вы видите мои видео YouTube, мои шорты, вы видите то, что я там взрываюсь, бешусь и так далее. Это не образ, то есть у меня это моя нервная система такая, это мои особенности, и мне реально тяжело уживаться даже с самыми близкими людьми. Это один большой минус. Вот. Еще. Ну, и я грешен, как и все остальные люди, в плане я постоянно совершаю какие-то промахи, я знаю то, что это промах, и все равно его совершаю. Ну, в этом плане молитва на самом деле помогает. Самая простая молитва, там, Господи помилуй, и далее просишь то, что тебе не хватает. Типа, в данном случае усмири меня, там научи любить и так далее. Ну, ты знаешь то, чего тебе не хватает, да? Ты чувствуешь и так, что отклоняет тебя от идеальной линии поведения. То, что отклоняет тебя от Бога. Собери эту молитву, и вот в моменты турбулентности просто повторяй. Любое наше, в принципе, фокус внимания – это есть молитва. Человек, который неверующий и так далее, он молится. Просто он, ну, не знает, чему молится. Вот. И молись, фокусируй свое внимание действительно на важном. Мгм. И спойлер, это работает. Это действительно работает. Если делать это максимально сфокусированно. Это, ну, не знаю, даже на тренировку идешь, ты молишься. Я пришел к тому, что я на тренировке не мышцы тренирую. Я во время тренировки должен прийти к состоянию сознания, где я чувствую себя сильным, к новым состояниям сознания, где я сильный. Там, где для меня быть на новом уровне не что-то необычное, а прийти к этому как к своему гомеостазу. Я делаю это через ритуальные действия в виде тренировок. Теоретически это можно сделать, сидя в комнате. Вот. Тренировка просто приятнее. На тренировке это проще всего, это ритуальные действия. На то и ритуальные действия, на то и люди в церковь ходят, в том числе и так далее. То есть мы через физические действия приходим к нужному состоянию сознания. Ну, типа, если по максимуму осознанность включить, можно к этому состоянию сознания, вот скажем, какой у тебя максимальный жим лежа? Или какие там движения ты любишь делать? 155. 155. А теперь представь, где ты жмешь 200. Можешь представить это? Тяжелее представить. Тяжелее представить. Видишь, представить тяжелее. Я не прошу сейчас тебя это сделать, представить тяжелее. Мгм. Так вот, а если ты даже это представить не можешь, как ты это сделаешь? То есть тебе сначала надо прийти к состоянию сознания, где ты это можешь сделать. А ты это делаешь через ритуальное действие. Ты приходишь и жмешь сегодня на 2,5 больше. Тебя уже бодрит, ты это предвкушал и так далее. И, в принципе, твое состояние сознания уже готово к этому новому весу. Прикольно. Собирается уже твоя личность в этот... Ну, короче, почти все пазлы. Хоть кто-то ее собрал, я сам ее не собирал. Нет, я тебе тоже не расскажу. Она у меня в голове собралась.
Ну, типа, где это мемно вышло и в Аху, и в Храм Силы, и даже вот моя личная статистика насчет стритлифтеров, то, что как-то вот те, которых я знаю, они все больше за смыслы. Вот. Ну, из такого вида спорта силового. Вот, просто моя личная статистика. И вот так интересно даже. А насчет Маркаряна, ну, я подписан в базу был тоже, и многие вещи, как будто бы у тебя, ну, ты тоже много сидел в базе. Немного сидел, я недавно, ну, вот на него тренд пошел, и я его, так скажем, выкупил. Я тоже немножечко даже хейтил его, потому что наш общий знакомый Андрюха Пакин уже все уши прожужжал, а я так, типа, ну, критично относился. Уши прожужжал. Да, он пипец. Андрюха Пакин, он даже говорил то, что Маркарян мой отец, ну, в шутку, что-то такое. Извини, Андрюха. Ну, и, в общем, когда у меня свой личный интерес к нему появился, я изучил, да. Человек честный, последовательный, самое главное. Вот. Его философия, ну, получается, я прослушал тестостерон-релиз, самую последнюю версию. 21. Его, где он в студии сидит, да. Что сказать, очень годные вещи. Очень, прям вот такая вот Библия для плоского мира. Плоского до этого объяснял. То, что окей, это все то, что говорится, оно действительно так. Но это плоский мир. Только на нем сконцентрируешься, легче верблюду в угольную вышку пройти. Понимаешь, да? Да. То есть там минусов нету в контексте наших мерностей, так скажем. Ну, и на самом деле очень хорошие вещи говорятся, особенно для мальчиков, которые выросли без отца. Вот. В принципе, все стройно и я знаю стройно, девушек, которым она даже помогла тоже. У меня на самом деле я тоже на честности сфокусирован, на стройности мышления, сам себя на это проверяю, и людей тоже, когда смотрю, насколько они честны до конца, и, в общем, и Маркарян, он в этом плане, он очень последовательный, честный, даже в своих каких-то там, не знаю, вещах, типа там многоженство и прочее, у кого-то бомбит, ну, типа, подождите, человек прямо говорит, то, что он не подлец, он сразу дает свою, так, ну, скажем, оферту, да, соглашайтесь, не соглашайтесь, от чего бомбит-то, да? Есть люди, которые обманывают или поступают подло, вот это да, а здесь человек, может быть, поступает не от любви, но он хотя бы честен, вот, уже будет уважаемый человек. А я думаю, может, и от любви. Просто там такой образ уже. Ну, есть такое у меня подозрение. Самое главное, честно действовать, не подло, а там уже придешь к верному направлению. Вот это самое главное. Можно быть, что называется, святошей, но при этом нечестным внутри, и вроде бы даже ритуальные действия совершать. А в итоге, как это... Это как вот человек такой бодибилдер, весь красивый снаружи и так далее, а органы себя уже плохо чувствуют и умрет скоро. Вот. А можно быть таким толстеньким вроде бы и так далее, анализ сдаешь, а у него анализ отличный, и тестостерон больше, чем у какого-нибудь очень стройного спортивного человека, который пашет в зале. Там человеку 65, у него тест 40. Да. Я такого даже видел, да. То есть вот так вот. Честность важна. Я бы даже продолжил еще чуть-чуть дособрать. Как бы с чего бы я даже начал, но мы как-то так раз. Физическое развитие. Что для тебя, ну тогда уже для плоского, и для тебя как для думающего философского, вот, вне плоского существа? Физическое развитие для плоского это вот как ритуальные действия, которые помогают достичь мне нужных духовных состояний, так скажем. В том числе почувствовать нотки вдохновения, пофилософствовать, стих написать. Когда я в высоких физических кондициях, тогда я могу и думать. Вот. Это как если ты нездоров, и у тебя там, не знаю, болят колени, трудно сконцентрировать свой ум именно на молитве, когда ты молишься. Ты думаешь, ну, то есть ты как бы привязан к своему телу. Но в моем контексте это еще вот надо развиваться, так скажем. То есть еще более высокие требования к этому. Угу.
И у тебя есть такое, то, что цитировал кого-то, душа поэта. Еще раз скажи про это, пожалуйста. Тело атлета. Тело атлета, душа поэта, разум философа. Вот. Как это связано друг с другом? Ну, типа, выражается ли внешне от внутреннего? Да. Это вот это выражение, это характеристика идеального гражданина государства Платона. Вот. Тело атлета, то есть максимальные физические кондиции, да, нашего вот физического тела. Ментальная составляющая. Это еще не наш дух, это еще ментальная составляющая, тоже другая субстанция, да, так скажем, более тонкая, чем тело, но уже присутствует. Тоже, да, на пиковой кондиции поднимаем. Последовательность мышления, да, и прочее, прочее. Философы, они какие должны быть? Да, они должны быть последовательные, постоянно мысленные эксперименты проводят, аргументируют, да, свои тезисы. И получается духовная составляющая, еще более тонкая, из которой все и проистекает. Да? Тонкий мир, мир богов, тонкий мир. Вот. Это вообще сложная тема. Что такое духовность? Уже такая, вещи такие невыразимые. Духовный человек — это какой такой человек духовный? Но я это вижу так, то, что духовность, она позволяет тебе отвязаться от материи, так скажем, тем самым превозносясь на ней. Я вот часто можно увидеть у современного человека, что у него большая привязка к материальному благу, успеху, ресурсам. Вот. У меня тоже где-то лет в 20 такое было, то, что что-то хочется, все. Вот. Это что, типа там, тачки? Ну, что-то там хочется, не знаю, какой-нибудь там телефон, что-то машину, мотоцикл какой-нибудь там, как хата будет крутая или еще что-то. Ну, как и у всех, в общем, вот эта вот материальная привязка. Она тебя, по сути, делает, можно аналогию с матрицей привести, ты спящий такой становишься. То есть, как это, весь наш мир — это клетка из наших желаний и страхов. Причем они неразрывно связаны. Потому что страхи появляются там, страхи без желаний не могут быть. Да? В том числе, скажем, желание избежать что-то. Вот. Поэтому появляется страх. Вот. И когда человек вот очень материально углублен, привязан, он становится рабом, так скажем, материи, он падает в материю, он вроде бы хочет ее достичь, а с другой стороны он теряет над этим контроль. И человек духовный, который выше всего этого, который уже заходит на территорию смыслов, туда вот в тонкие материи поднимается, и такие люди, они и материю заполучают, и все остальное. Ну, то есть люди, которые обладают большим количеством ресурсов, это люди, которые в первую очередь навязывают смысл людям. Вот так скажем, я вот как-то ехал в Москву на такси, подъезжаю, там уже какой-то спальный район виднеется, дома и так далее, я думаю, обалдеть, сколько надо вот ресурсов, камней, все это надо еще построить, вот, и каждый приносит свою пользу, и как вот заработать больше всех в этой вот системе. Вот есть строитель, который это все строит, есть там кто-то еще, да, кто это все проектирует, а кто больше всего ресурсов получит в этой системе? Тот, кто скажет людям, для чего им все это вообще нужно делать. Ну да. Тот, кто даст им смысл. А смысл — это вообще-то из поэзии. То есть поэты придумывают смыслы. Душа поэта. Да? Разум философа — душа поэта. Поэт заходит на территорию смыслов, он придумывает новые смыслы. Поэтому, если вы действительно хотите много ресурсов, вы прежде всего должны не хотеть много ресурсов, вот, а хотеть быть духовным человеком. То есть очень интересно, это парадокс такой, понимаешь? Угу. И я в этот момент задумываюсь о том, вот то, что в середине говорил разговора, что-то вот то, что тебя Бог наделил силой, ты еще будешь делать. И мне прям интерес, как там с течением 5-10 лет, что продолжится. Честно говоря, мне самому интересно, но и такое чувство свербит, то, что я как-то отстаю от тех темпов, которые мне вообще-то прописали. Свербит прямо? Ну да. Я думаю, нормально. Ну, я тоже нормально, а с другой стороны, что-то мне даже как-то стыдно. Угу. И вот у меня в конце есть такие просто типа блиц
Но я думаю, ты их прям спокойно ответишь. Мне кажется, даже ты размышляешь над этими словами. Которые, в отличие от любви, можно выразить. Я так считаю, вот 3 слова просто. Что для тебя такое сила? Сила — это степень субъектности. Можно вот так вот лаконично выразить. Абсолют силы — это абсолют субъектности. Субъект — это тот, кто является первой причиной. Субъект — это тот, кто влияет. Строго говоря, в этом мире субъект только один — это Господь Бог. Мы все второстепенные субъекты, точнее, мы должны стремиться к субъектности. Настоящий субъектный человек — это тот, который любое происшествие в своей жизни, даже самое какое-то темное, рассматривает с позиции не за что, а для чего, который всегда встает в авторскую позицию. Это человек сильный. Автор. Угу. Если можно провести аналогию со спортом, если сейчас было непонятно, попробуй подними вес. То есть подними вес. Не можешь поднять, не можешь на него повлиять. Ты на этот объект не можешь повлиять. Недостаточно твоей силы, тебя как субъекта. Вот. То есть вот так вот. Угу. Круто. Что такое путь? Продвижение от точки А к точке Б. Это вся широта? А если шире? Честно говоря, не могу даже что-то больше родить. Могу сейчас своими размышлениями тоже последними поделиться, раз уж есть на то возможность. То, что интересно, если исходить из того, что есть у всего замысел, это значит, причина действий находится в будущем. Ставить цель — это значит сделать причину своих актуальных действий перенести их в будущее. Вот в чем прикол. И когда ты достигнешь этих целей, ты замкнешься. Получается, точка А и точка Б — это одно и то же. Как в Библии пишется, есть альфа, омега, начало и конец. Тоже интересно. То есть, мы скажем, ты субъектен, ты встаешь в авторскую позицию, ты сформировал замысел, ты видишь себя в будущем и начинаешь к этому тянуться. И все твои действия согласуются с этим будущим. Следовательно, это будущее стало причиной в прошлом. Угу. Прикол? Прикол, да. Времени не существует. Времени — это интерфейс, который мы воспринимаем. Просто у нас есть индикатор какой-то в голове. Угу. Время. Круто. И что такое счастье? Счастье — это когда твои... Я говорю так, счастье — это когда твои поступки и слова согласуются с твоими ценностями. То есть это получается чувство целостности. А когда мы целостны, мы счастливы. Я вот так это вижу. Круто. Тогда еще доп. Что такое ценности? Ценности — это то, чему мы придаем значение. То, что для нас важно. Получается, ценность счастья. То есть счастье — это целостность поступков и слов с действиями, которые нам важны. Угу. Ага. Ну и тоже тогда еще доп. Вот тело, биологический скафандр, там наблюдатель. Что есть я? Хороший вопрос. Тишина возникла. Мы уже Что есть я? Эта тишина похожа на ответ. Что есть я? Может, его и нету. Я. Сознание едино. Уровень опасности этому неизвестен. Что есть истина? Промолчал Иисус, потому что истина была прямо перед Понтией Пилатом, была в глазах другого человека. Вот. Пусть это будет за ответ. Спасибо. С вами был Артем Широков. Пишите комментарии. Да. И Динар Конг. Все, спасибо. Пока.